Сегодня мы решим нетрудную задачку, в которой главное не получить ответ, а грамотно его обосновать, доказать все, что нужно. Условие задачи только что появилось перед вами, и стоит, кликнув на паузу, внимательно его прочесть. Идет просто-напросто описание игры в дротики. А вот вопросы в задаче любопытные. Может ли игрок 3 бросками набрать ровно 167 очков? Второй пункт. Может ли игрок 4 бросками набрать ровно 356 очков? И с помощью какого наименьшего количества бросков игрок может набрать ровно 1001 очко? Пробуйте получить ответ строго и формально, ну а я перескажу правила игры. Попадая в основную зону черных или белых секторов, вы получаете от 1 до 20 очков. Кольцо большего радиуса удваивает ваши очки, почти как акция магазина Очкарик. Ну а кольцо меньшего радиуса дает утроение очков. Попадание в центральные сектора даст либо 25, либо 50 очков. В пункте А нас вопрошают, а можно ли за 3 броска набрать 167 очков? Набираемся оптимизма и пробуем. Заметьте, что 167 очков за 3 броска это не так уж и плохо. Наверное, есть смысл попадать в зону утроения, либо прям в яблочко. Давайте искать ответ эмпирически. Ну пусть мы попали в зону утроения двадцатки дважды, останется набрать 47 очков. Ну такого количества очков за один бросок набрать не удается. Хорошо, нет беды, давайте второй бросок заменим на попадание в яблочко. Тогда останется набрать еще 57 очков. Так это легко сделать, если попасть в зону утроения 19. Вот и все, 167 очков. Наш ответ да, можно. Мы привели соответствующий пример. Будет очень полезно доказать для этого пункта, что 167 очков никак нельзя набрать без броска в 50 очков. Подумайте, как это можно сделать. Подсказка: используйте делимость на 3. В описании к этому ролику я черкну соответствующее доказательство. А сейчас мы лучше возьмемся за пункт Б. Нас спрашивают, а можно ли за 6 бросков набрать 356 очков? Как вы считаете, да или нет? В любом случае, начинайте оптимистично, ищите соответствующий пример. Ну а мы заметим здесь вот что. 60 умножить на 6 это 360. То есть, чтобы набрать 356 очков, нужно быть достаточно метким. Смотрите, что было бы, если бы мы один раз кинули в зону утроения 18. То есть, набрали бы 54 очка, а все остальное по 60. Мы бы получили 354 очка. Чтобы запутать шпионов, я буду писать только 4 числа. Ну а вы, друзья мои, мысленно добавляйте еще 2 броска в 60. Последний вариант не дотягивает по сумме до 356. Получается, в 54 попадать нельзя. Мало того, не только 54, но и все меньшие результаты тоже не годятся. Сумма была бы меньше. А какие броски тогда вообще допустимы? Получается в 57 и 60 очков. Только они. Хорошо, это дает не так уж и много вариантов, и нам по силам будет сделать полный перебор. Я все еще отвожу западных шпионов от наших математических достижений и пишу только лишь 4 числа из 6. Мысленно добавьте 2 броска по 60. Попадая в утроение 19, ничего путного не выходит, потому что сумма очков будет 357. Ну а если мы дважды набираем 57 очков, а остальные 4 броска делаем по 60, то уже такая сумма не дотягивает до 356. Получается, большее количество бросков 57 очков вообще не актуально. Значит, за 6 бросков 356 очков набрать нельзя. Наш ответ нет. Между делом, этот пункт можно было бы доказать тоже с помощью делимости на 3 по аналогии с пунктом А. Но для нас настало время сделать последний пункт, пункт В, который может привнести дополнительных 2 балла. Спрашивают, за какое наименьшее количество бросков можно набрать 1001 очко. Думайте, пробуйте, ну а затем мы разберем очень важный прием для подобного рода задач. И это затем начинается уже сейчас. Смотрите, сколько очков можно получить максимум за 16 бросков. 960, конечно же. И это не дотягивает до 1001, который нам требуется. Получается, что искомое количество бросков не менее 17. То есть может быть и 17, может быть 18 или больше, но точно не меньше. А сейчас, внимание, фокус. 15 бросков по 60, затем еще один бросочек в 51, а затем в яблочко, дает нам 1001 очко. О чем это говорит? О полной победе. Мы сумели привести пример, который за 17 бросков позволит нам набрать 1001 очко. То есть сначала мы сумели оценить ответ и поняли то, что менее чем за 17 бросков нереально справиться с задачей. А затем привели пример, который так и кричит: смотрите, да, 17 это возможно. Такая комбинация оценки и примера очень полезна в подобного рода задачах. Например, в нашей она строго доказывает, что ответ 17 бросков. И все, кто в этом смог убедиться, большие молодцы.